Всем привет, дорогие друзья, это канал Ранчо Санчо. Все мы привыкли делать стейки из говядины. Но надо ломать стереотипы. Стейки можно сделать не только из говядины. И я сегодня покажу, как это легко и просто сделать. Будет минимальное количество ингредиентов и нам понадобится очень мало времени. Все мы привыкли из свинины делать шашлыки, особенно из шеи. Они получаются сочные и очень вкусные. Так вот, сегодня я сделаю вот из таких вот кусочков из свиных стейки. Толщина будет приблизительно 3 сантиметра. Здесь у меня получилось 4 кусочка вот таких вот потрясающих стейков. Теперь нам первым делом нужно будет смазать это все оливковым маслом. Просто это будет сделано для того, чтобы на углях, да-да, я сегодня готовлю на углях, они не пригорали к решетке. Просто вот такими вот массирующими движениями смазываем вот эти вот стейки. Сделать их будет очень просто. Кстати, и мне в комментариях писали: друг, покажи, как сделать стейки из говядины, либо из свинины на углях. Вот я показываю, как сделать стейки. Очень просто и очень вкусно. Друзья, в конце видео увидите, насколько же получились сочные стейки. Будет офигенная прожарочка. Полностью, свинину же надо полностью прожарить, поэтому я полностью ее прожарю и покажу вам. Тем временем разводим угли, подготавливаем, чтобы был хороший жар, и отправлять будем на угли уже. Угли хорошие, отправляем сюда сетку. Можно не до конца, мы сейчас выложим сюда стейки. Прям руками выкладываем. Мы их должны изначально просто хорошо запечатать, чтобы они прожарились, запечатались. А дальше я вам покажу, что буду делать. Я пока не мариную. Мариновать я буду чуть позже, поэтому смотрите видео до конца. Все. Отправляем. Пускай они зажариваются. Сейчас жарим по 3-4 минуты с каждой стороны. Смотрите, вот она уже корочка образовывается. Понятно, что они еще с этой стороны, они еще сырые. Но и мы этого и добиваемся. Они сейчас полностью не должны приготовиться. Они сейчас должны именно поджариться со всех сторон, чтобы сок из мяса просто не выбегал. Поэтому 3 также минутки с этой стороны жарим на хороших углях. Друзья, вот видите, еще внутри мясо немного сырое, но с двух сторон оно запечатанное. Поэтому достаем куски мяса. Вот такие вот потрясающие стейки. Вы посмотрите, сок бежит, корочка уже образовывается. И сейчас идем, я покажу, как я это замариную. Итак, теперь берем фольгу. Отрываем нам нужное количество. И укладываем сюда стейк. Отлично. Теперь мы должны добавить наши всеми любимые специи. Здесь можете импровизировать, здесь по вкусу. Масло уже добавлять не надо, стейк сам по себе немного в соке, поэтому к нему специи будут хорошо прилипать. Я сюда добавляю тимьян, можно добавить немного розмарина. Добавляем сюда черного молотого перца. Все это по вкусу. Чтобы придать небольшую кислинку и хороший аромат, я сюда добавляю сухую аджику. Тут и красный перец немного есть. Так что все будет ништяк. Можно немного вот так вот примять. То же самое я сделаю со второй стороны. Соль я добавлять пока не буду. Соль я добавлю в самом конце. Отлично. Теперь мы его немного потомим на углях в фольге. Заворачиваем. Тем самым мы его доготовим. Но это еще будет не все, так что в самом конце я покажу, что я еще сделаю. Ну и в принципе все то же самое. Насекомые какие-то летают. Все то же самое проделываем и с другими стейками. Отправляем стейк и добавляем все специи.
Если, кстати, вы какие-то любите специи, либо не любите, вы добавляйте то, что вам по вкусу. Это просто один из способов, что можно сюда добавить. Вот я вижу стейк из свинины вот таким вот образом. Соль, перец и немного трав. Я хотел придать кислинку, поэтому кислинку я придам сухой аджикой, остринку небольшую. Ну а тимьян придаст обалденный вкус трав. И отправляем стейки обратно томиться на угли. Теперь также приблизительно по 5-7 минут в фольге их томим. Друг, у меня прошло 5 минут, я сейчас буду переворачивать стейки. Пока я не перевернул, пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк, видео этого заслуживает. И советуй нас всегда своим друзьям, делитесь видео. Я переворачиваю эти потрясающие стейки горячо. Горячо, очень горячо. Ага. И теперь 5 минут с этой стороны. Друзья, все обжарили с двух сторон. Мы тем самым и замариновали мясо, и пропекли, чтобы внутри оно было готовое. Достаем, распаковываем все мясо. Ах, посмотрите, какая красота. Постараться, конечно, вот этот вот сок, вот посмотрите, друзья, постараться его оставить, сохранить. Я сейчас попробую это сделать, потому что кое-что можно с ним будет потом в конце сделать. И теперь еще раз отправляем это все на угли до полной готовности. Все, мясо получается замариновано. Самый класс. А вот этот вот сок с подливой оставим, потому что из него получится классный сверху соус. Жарим по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем стейк и начинаем его нарезать, показывать прожарочку. Ну, свинина ест всегда готовый, поэтому смотрите, стейк готовый. И сверху еще для заключения можно полить это все соком, который у нас получился. Друзья, вообще бомба. И последний штрих. Солим. Все. Это просто классно. Это просто пушка. Друзья, выбирайтесь на природу. Вот это гораздо просто и быстро, и очень вкусно приготовить. Друзья, бомбезно, очень вкусно. Надоели шашлыки, приготовьте себе стейки. Наслаждайтесь, подписывайтесь на наши соцсети, пишите нам комментарии, ставьте лайки. Я с вами попрощаюсь, готовьте вкусняшки. Пока.